Добрый день, меня зовут Наталья, это канал «Замужем за иностранцем», и после перерыва я решила снимать видео о нашей жизни в Канаде, и начну я с того, как мы приехали в Канаду по программе Куайт, как мы покупали билеты, перевозили свои вещи, машину из Европы в Канаду, как мы получали разрешение на работу в аэропорту. Обо всех этих деталях мое видео. Начну с вещей. Когда мы с началом войны приехали в Польшу из Украины и там оформляли визу, мы поняли, что у нас достаточно много вещей, чтобы перевозить их самолетом. Поэтому мы воспользовались услугами государственной компании в Польше «Почта Польска». У них очень умеренные цены на перевозку вещей из Польши в Канаду. В частности, 1 килограмм примерно обходится порядка $3. Вот. И это, естественно, дешевле, чем перевозить вещи самолетом и платить за перевес. Несколько слов скажу об электроприборах. Вы, наверное, знаете, что в Северной Америке и, в частности, в Канаде другое напряжение в сети. Не 220 вольт, а 120. И здесь розетки выглядят по-другому. У них не круглые отверстия, а такие вот как бы небольшие прорези. Но если вы знаете, что ваш прибор поддерживает это напряжение 120 вольт, вы можете смело его брать с собой в Канаду, потому что в Канаде вы можете купить вот такой вот переходник, он очень дешевый, и сюда вы вставляете свою обычную вилку, а другим концом вставляете в канадскую розетку. Имейте это в виду. Еще один важный момент с пересылкой вещей из Польши в Канаду заключается в том, что первое, вам нужно иметь человека с конкретным адресом в Канаде, которому вы отправите свои вещи. У моего мужа есть друг в Ванкувере, и на вот как раз его адрес мы отправили свои посылки. Второй момент заключается в том, что посылка идет достаточно долго. Это где-то 2 месяца плюс-минус. И это надо также иметь в виду. Если вам какие-то вещи понадобятся сразу по прилету, понятно, что их не нужно класть в эту посылку. Помимо вещей у нас была еще машина, которую мы хотели перевезти из Европы в Канаду. Когда мой муж приехал ко мне в Украину, и мы там поженились и жили, он привез свою машину из Канады в Украину. Это был еще тот квест. Он перевозил машину из Ванкувера в Одессу. Она шла порядка 4 месяцев, и это была большая головная боль на таможне в Одессе, как ее растаможить. Когда мы перевозили уже обратно машину из Европы в Канаду, это было намного легче. Прежде всего, что я хочу вам сказать, я, к сожалению, не могу вам помочь с информацией, касающейся того, как перевозить машину, зарегистрированную в Европе или в Украину, в Канаду. Я могу вам дать только веб-сайт той компании, перевозчика, услугами которой мы пользовались. И как нам показалось, после всего того, что мы перелопатили в интернете, это была самая дешевая и надежная компания в Европе. Я оставила в описании к этому ее адрес, ее полное название, так что вы можете посмотреть все эти детали на их сайте. Я только вам скажу, что мы отправляли эту машину из Германии, это был портовый город Бремен-Хевен, и она шла в Галифакс у нас. Заняло это всего 7 дней, у них есть разные паромы, и там может время варьироваться до 2 недель, и стоимость, опять-таки, варьируется в каждом конкретном случае, но это порядка 1500-1900 американских долларов за машину, если, это очень важный момент, машина пустая. Если вы хотите положить вещи в машину и перевозить ее с вещами, эта опция также доступна, но это дороже,
потому что машина едет в специальном контейнере, который вы арендуете. Вот, имейте это в виду. В любом случае, чтобы понять, сколько будет стоить это в вашем конкретном случае, вам нужно будет написать в эту компанию. Имейте в виду, что паромы ходят по расписанию. Они не ходят каждый день, это всего несколько раз в месяц. И договариваться надо заранее. Чем раньше вы договариваетесь, платите деньги, бронируете свое место на конкретном пароме, тем более выгодная у вас цена. Мы, например, свой паром ждали около месяца. Но если бы мы еще месяц подождали бы, цена была бы еще дешевле на, по-моему, где-то порядка $500 перелет. Канада несколько раз объявляла о бесплатных рейсах для украинцев, и я пробовала зарегистрировать себя и своего сына на рейс Варшава-Галифакс. К сожалению, у меня не получилось это сделать, и, возможно, если вы будете более расторопными, у вас это получится. Что бы я хотела вам посоветовать? Если у вас несколько человек в семье, на которых вам нужно получить эти билеты, вам обязательно нужен помощник, чтобы зарегистрироваться на такой бесплатный рейс. Имейте в виду, что регистрация открывается по канадскому времени, по Оттаве, и вам надо к этому времени сидеть с планшетом, телефоном, а лучше с ноутбуком, несколько человек, на которых вы будете сразу же одновременно регистрировать свою семью. Я знаю случаи, когда семья из 4 человек успевала зарегистрировать только одного человека. И регистрация буквально через 15-20, максимум полчаса уже была закрыта. После того, как у нас не получилось зарегистрироваться на такой бесплатный рейс, мы забронировали наши билеты на сайте Expedia. Я дала название этого сайта в описании. И на июнь, когда мы летели, цены были порядка 300 с чем-то долларов на перелет Варшава-Галифакс. Я сегодня в начале сентября проверила их цены, они в принципе не изменились. На октябрь месяц примерно такие же цены: $310-320 Варшава-Галифакс. Важный момент. Хочу обратить ваше внимание на одного перевозчика low-cost, который летает из Европы в Канаду. Это компания Condor. Они летают из Франкфурта, насколько я помню, в Галифакс и Торонто. Вы можете зайти на их сайт, я дала ссылочку в описании, и проверить их цены, может быть, они вам подойдут. Мы летели из Варшавы во Франкфурт компанией LOT и из Франкфурта в Галифакс. Это был прямой рейс как раз вот этой компании Condor. Несколько важных моментов, на которые надо обратить внимание перед перелетом. Первое. Вам нужно установить на свой телефон приложение ArriveCan, куда вы вносите свою информацию. Вот, это очень важный момент. Это приложение у вас будут проверять в первом аэропорту, из которого вы вылетаете в Канаду. Второй важный нюанс – это если у вас есть стыковка между рейсами, вам нужно обязательно проверить, одна это компания или нет. В нашем случае это было 2 компании, поэтому нам надо было зарегистрироваться повторно во Франкфурте. Когда мы подбирали билеты из Варшавы в Галифакс в Канаду, мы видели разные стыковочные рейсы, один из, например, которых был всего лишь 40 минут во Франкфурте. Мы сразу поняли, что у нас не получится, скорее всего, зарегистрироваться так быстро, и я рада, что мы не купили эти билеты. Вот. Потому что
аэропорт во Франкфурте очень большой. И мне показалось, что там как-то нет большого порядка. Вот, поэтому имейте это в виду, нужно иметь запас во времени. Вот. Причем повторная регистрация именно в нашем случае, она происходила в офисе компании «Кондор» во Франкфурте. То есть мы нашли этот офис, там зарегистрировались. К счастью, наш багаж, мы сразу это знали еще в Варшаве, он автоматически был перерегистрирован с одного рейса на другой, то есть нам не нужно было забирать наши чемоданы, повторно их регистрировать. Нам надо было зарегистрировать только себя. Если вы прилетаете в Канаду сначала в один город, а потом летите в другой город, то вам нужно обязательно знать, что в первом аэропорту в Канаде вам нужно будет оформить все документы. Это разрешение на работу в моем случае, и это была виза для моего сына. И опять-таки здесь нужно иметь определенный запас времени. В нашем случае в Канаде это заняло около часа в аэропорту. Но я знаю, что в таких больших аэропортах, как аэропорт например, в Торонто, это может занять гораздо больше времени. То есть имейте в виду, если у вас рейс, например, Варшава, Торонто, а потом Ванкувер, то вам нужно будет получить все ваши документы именно в первом аэропорту. А если у вас нет вакцинации, вам нужен карантин, то опять-таки вам надо его пройти именно в этом первом городе. К счастью, у нас была вакцинация, у нас с этим было проще. Итак, мы прилетели в Галифакс. Сам перелет Франкфурт-Галифакс у нас занял 7 часов 25 минут. Это был прямой рейс, что было удобно. Нас 2 раза кормили, это была такая совсем скромная, небольшая еда, но тем не менее это было приятно. Воду дают в неограниченном количестве. Когда вы прилетаете в любой аэропорт в Канаде, вам нужно иметь в виду, что в Канаде есть такая система, которую я не встречала в других аэропортах в Европе и в том числе в Украине. Это как бы 2 уровня проверки документов. То есть перед тем, как попасть к иммиграционному офицеру, который будет проверять ваши документы, вы сначала должны ввести свои данные на компьютере самостоятельно. Стоят определенные автоматы, где вы должны будете это сделать. Там есть 2-3, не знаю, в зависимости от аэропорта, сколько будет помощников, которые смогут вам помочь. То есть даже если вы не знаете английского языка, вам обязательно помогут. В аэропорту в Галифаксе я видела людей, которые без знания английского языка с помощью вот этих помощников заполняли вот эти документы. Там надо было ввести свои паспортные данные и стать перед этим автоматом, который сканирует ваше лицо и понимает, что это так и вы. Потом вы попадаете к иммиграционному офицеру. И вот приятный момент заключался в том, что, возможно, благодаря приложению ArriveCan, они уже знали, что мы прилетаем в Галифакс и подготовили наши документы, мои и моего сына. Вот тут важный момент. Обязательно, очень внимательно читайте эти документы. Они вам предложат эти документы на проверку, и не спешите, прочитайте внимательно эти документы. В моем случае иммиграционный офицер допустил ошибку. Он мне выдал не разрешение на работу, work permit, а он мне выдал туристическую визу. Я не знаю, почему это так произошло. Мы это заметили и попросили их это исправить. Это заняло какое-то время, это не было так быстро, но тем не менее мы получили уже документы в
правильном, надлежащем виде. Еще один важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание, это пометка QAED, что вы прилетели именно по этой программе в Канаду. Это слово, это такая небольшая пометочка находится внизу документа. Вам нужно обратить внимание на это. Если ее нет, то вы также скажите обязательно иммиграционному офицеру об этом, чтобы он поставил вот это слово именно внизу. Для чего это нужно? Для того, чтобы вы получили финансовую помощь от государства. Это $3000 на взрослого человека и $1500 на ребенка. Это единоразовая помощь, которая доступна только для людей, которые прилетели в Канаду по этой программе. На этом у меня все. В следующем видео я хочу рассказать о Галифаксе и о том, как мы оформляли свои первые документы в Канаде. Я прощаюсь с вами. Надеюсь, что это видео было вам полезным. Если у вас есть вопросы, спрашивайте, я буду рада вам помочь, если я знаю